Всем доброе утро! Сегодняшнее видео начинаем с обзора и рекомендации моей новой помощницы на кухне. Аэрофритюрница от бренда Ramit. Вы посмотрите, как она вписывается в наш интерьер. Я думаю, что под любую кухню она подойдет. Она сочетает в себе 4 устройства, такие как фритюр, аэрогриль, духовку и даже дегидратор. Имеет 16 автоматических программ. Можно готовить картошку фри, курицу гриль, шашлык, наггетсы, выпечку, горячие бутерброды, множество других овощных и мясных блюд. В чем отличие от обычного фритюра? В том, что можно готовить абсолютно без масла, что делает наши блюда не только вкусными, но и полезными. Термообработка происходит за счет обдувом горячим воздухом. И да, очень экономит время. Полный прогрев камеры происходит всего лишь за 3 минуты. Это намного быстрее, чем в обычных наших духовках. Сочный стейк с гарниром будет готов за 30 минут, а овощи-гриль всего за 15. На экран я выведу стандартную комплектацию, но также можно приобрести отдельно набор аксессуаров. И да, кстати, набором покупать намного дешевле, чем покупать все по отдельности. Так что имейте в виду. И давайте начнем с первого рецепта. Это будет рецепт очень вкусной пиццы Цезарь. Все точные ингредиенты будут на экране, на видео и в описании. Нам понадобится мука около 400-450 грамм, дрожжи, молоко или вода 300 мл, обязательно теплая, соль и сахар. Для начала нужно сделать опару. Для этого берем теплое молоко, туда добавляем дрожжи, где-то 1 чайную ложку сахара и 1-2 столовых ложек муки. Все хорошо перемешиваем и отправляем в теплое место где-то минут на 15-20. Через некоторое время у вас должна получиться вот такая шапочка. Это значит, что опара готова. Далее просеиваем муку, добавляем соль и замешиваем мягкое тесто. Отправляем его в теплое место где-то минимум на 40 минут, а лучше всего на час. И через час у вас должно тесто подняться 2 раза. У меня получилось 4 пиццы, но если для вас это много, допустим, то тесто можно даже заморозить. Да, и по поводу начинки. Так как это Цезарь, то сюда идет сыр и куриная грудка. Но у меня сыночек попросил пиццу с колбасой, поэтому я добавила колбасу, но вы можете, конечно, сделать по рецепту. То есть сначала нужно промазать все соусом, далее идет колбаса или грудка и сверху сыр. Далее нажимаем пуск. И с помощью меню выбираем режим пицца. Если также хотите поменять время или температуру, то сверху есть специальные кнопки, нажимаете на них и регулируете, то есть с помощью минуса или плюсика. Добавляете либо температуру, либо время. Я поставила температуру 180 градусов на 15 минут, но пицца у меня уже была готова через 9 минут. Итак, делаем начинку следующую на уже готовую пиццу, то есть берем несколько зубчиков чеснока, измельчаем его, листья салата также произвольно просто рвем руками или можно ножом. И любой соус, у меня это майонез. Все хорошо перемешиваем. Далее на горячую пиццу выкладываем эту начинку, сверху посыпаем сыром. Также можно сверху выложить помидоры черри. Аэрофритюрница приготовила мега быстро. Конечно, в обычной духовке это сделать нереально. Если поставить 220 градусов, то пицца будет готова уже через 5 минут. Следующее, что мы обязательно попробовали, это запечь курицу и картошку фри. Кстати, в аэрофритюрнице есть очень удобная функция отложенного старта до 10 часов. То есть, если вам к определенному времени, например, к вашему приходу домой или к приходу гостей, нужно приготовить блюдо, то вы устанавливаете время, и к этому времени оно будет уже готово. Это очень удобно и считаю одним из плюсов аэрофритюрницы. Курицу мариную я как обычно. Обязательно паприка сладкая, я ее добавляю везде и всегда. Соль, перец и какой-нибудь соус я добавила сметанный.
Выкладываем все на противень, ставим режим курица, температура 180 градусов на 30 минут. И ровно через 30 минут у меня курица была идеально прожаренная, вкусная, сочная. И к курице мне очень хотелось приготовить картошку фри и приготовить ее без масла. Понятное дело, что с маслом она будет вкусная, сочная. Без масла у меня никогда не получалось в моей духовке, поэтому я решила попробовать тут. Картошку не мариновала, то есть только посолила, поперчила и добавила паприку. Все перемешала. Для картошки фри, попкорна и так далее есть вот такая вращающаяся корзина. Туда выкладываем картофель и с помощью вот такого держателя устанавливаем в аэрофритюрницу. Нажимаем пуск, выбираем режим картошки фри. Вертер у нас включен автоматически, его также можно выключить, если вам он не нужен. Температуру я поставила 180 градусов на 25 минут, но потом температуру я еще минут на 10 добавила. И вот через 35 минут наша картошка готова. Безумно вкусно получилось, я даже не ожидала, вот правда. С сочной курочкой и с чесночным соусом получилось супер вкусно. Я прям советую. Поэтому я убедилась, что вкусную картошку без масла можно приготовить с помощью вот такой чудо аэрофритюрницы. Ну и напоследок, по традиции, конечно же, у нас будет десерт, с которым справится каждый. Блонди с холодным чизкейком и красной смородиной. Для начала берем белый шоколад и растапливаем его со сливочным маслом. Я это делала в микроволновке с импульсами в 10 секунд. Далее берем муку, ее нужно обязательно просеять, добавляем все остальные ингредиенты. К этому времени масло с шоколадом у нас уже готово, хорошо его размешиваем и добавляем к тесту. Тесто должно получиться как очень густая сметана. И я беру вот такую форму. Она, кстати, идеально подходит в мою аэрофритюрницу. Да, можно использовать не только то, что входит в комплект, но и любые противни, которые у вас есть дома. Я смазываю противень маслом, можете тоже подстраховаться. И вливаем туда тесто. Вот такое тесто должно получиться. Сверху выкладываю красную смородину. Вы можете взять абсолютно любые ягоды и фрукты, которые есть у вас дома. Нажимаем пуск, выбираем режим выпечка. Температура 170 градусов, время 30 минут. Через 30 минут уже было все готово. Обязательно проверяйте на сухую шпажку. Накрываем салфеткой и даем полностью остыть. А тем временем делаем холодный чизкейк, которым будем заливать сверху. Для этого нам понадобится 400 грамм сливочного сыра, у меня вот такой. И нужно будет отдельно замочить желатин. Все ингредиенты точные. В граммах я оставлю на видео и под видео в описании. Желатин замачиваем в холодной воде, отставляем пока. Тем временем берем сыр и взбиваем его с сахарной пудрой. Отдельно берем сливки, нагреваем их до горячего состояния и вливаем в желатин. Да, поправлю, в набухший желатин. Хорошо все перемешиваем и вливаем в сырную массу. Холодный чизкейк готов. Чизкейк, кстати, можно использовать отдельно, то есть влить его в отдельную посуду, и получается очень вкусный такой чизкейк, типа как холодное мороженое. Вливаем все на остывшие блонди. Сверху я также немного полила джемом, у меня клубничный, но это по желанию, можно, конечно, этого не делать. Отправляем в холодильник где-то на 2 часа минимум. И вот такой вкуснейший десерт у нас готов. На самом деле он получается прям очень вкусный. Федя съел его буквально за полдня, наверное. Я считаю, что это лучший десерт из всех самых быстрых вариантов. И тем более готовить его абсолютно несложно. Ну и давайте подведем итоги тестирования моей новой помощницы на кухне, аэрофритюрницы от Рамит. Первое, что хочу отметить, это компактность. То есть я думаю, что поместится абсолютно на любой кухне. Можно использовать даже вместо в микроволновке. И да, сенсорная панель реагирует даже на нажатие мокрыми руками. Очень легкий уход. Достаточно просто протереть тряпочкой и все идеально чисто
чисто. Прекрасно подходит как для дома, так и для дачи. Можно брать с собой в поездки. Ну а про разнообразие автоматических программ говорить много не нужно, потому что вы и так все видите. Ну а в дальнейшем я часто буду показывать новые рецепты, приготовленные в моей новой помощнице, теперь уже любимой помощнице на кухне. Ссылочку обязательно на аэрофритюрницу и на дополнительный набор аксессуаров я оставляю внизу под видео. И на этой прекрасной ноте я буду заканчивать это видео. Всем приятного аппетита, кто обедает, ужинает, ну или завтракает. И до новых встреч!